Привет, мои хорошие! Сегодня приготовим с вами вот такой замечательный плавленый сыр из кефира. Итак, приступим. Для этого берем наш кефир, хорошенько его взбалтываем и отправляем в морозилку. Прошло 12 часов. Наш кефир превратился в большой кусочек льда. Теперь аккуратно вскрываем упаковку, вынимаем из нее кефир и откидываем наш замороженный продукт на сито, застеленное марлей. Ждем, когда кефир полностью растает, а сыворотка стечет вниз. Продолжаем готовку нашего плавленного будущего сыра. Пока еще творожную, назовем, массу мы перекладываем в стеклянную емкость. Итак, с одной пачки замороженного кефира у нас получилось 250 грамм. Теперь мы будем добавлять все сыпучие ингредиенты. Добавляем соль, сахар и пищевую соду. Мы все это хорошенько перемешиваем до однородности. Процесс замешивания займет не больше 2 минут. Накрываем пленочкой, пакетиком, чем угодно. У меня такая силиконовая крышка. Накрыли и оставляем на полчаса. Желтки мы отделили от белков, 2 штучки, и отрезали 50 грамм сливочного масла. Теперь пусть все ингредиенты у нас останутся при комнатной температуре на период, пока наша масса набухает. Прошло полчаса, посмотрите, как наша масса увеличилась в размере. Теперь добавляем к ней желтки, масло. Оно, видите, растаяло, стало очень мягкое, то, что как раз и нужно нам. И теперь перемешиваем до однородного состояния, чтобы все наши ингредиенты хорошенько смешались. Вот такая густая масса у нас уже получается. Теперь ставим нашу емкость на кастрюльку с кипящей водой и будем варить сыр на водяной бане, на пару. Готовить сыр лучше в стеклянной или в эмалированной посудке. Пробовала в других, но почему-то меняется сама консистенция сыра. И процесс этой варки у нас занимает от 15 до 17 минут. Это в случае, если у вас нет градусника. За этот период наша масса достигнет 70-75 градусов. Это идеальная температура для нашего будущего плавленного сыра. Ну и, конечно же, мы не забываем, что в процессе варки мы периодически помешиваем нашу массу, чтобы она не пригорела к дну нашей емкости. Наша масса достигла нужной нам температуры. На это ушло ровно 17 минут. Отключаем газ и оставляем ее остужаться. Переливаем сырную массу в емкость для хранения. Если хотите, то на этом этапе можно добавить в наш плавленый сыр укроп, любую зелень, ветчину. Все на ваше усмотрение. Закрываем крышкой и отправляем в холодильник до полного загустения. Чтобы насладиться плодами своего труда, мы отрезаем хлебушек и намазываем сверху сыр. Кстати, у нас получилось 350 грамм. Открываем наш сыр. Вот так он выглядит спустя ночь в холодильнике. Замечательный, плавленый, прекрасный. Намазываем равномерно, приличным слоем. Но если вдруг показалось, что мало, то добавим еще. На вкус он очень нежный, очень сливочный. И вот теперь по такому рецепту я буду готовить всегда. И не буду больше покупать магазинные сыры. Очень похож на виолу. Прекрасный вкус. Так что, приятного аппетита, готовьте с любовью и будьте здоровы!